Приветствую, игроки! Добро пожаловать в увлекательный мир игровых новостей. Сегодня мы, команда Game Room Игры-новинки, погрузимся в захватывающие анонсы, свежие обновления и актуальные события в игровой индустрии. На этот раз мы подготовили для вас актуальные и захватывающие обновления, включая дату релиза Stalker 2, Fallout 4, Spider-Man 3, GTA 6 и множество других увлекательных проектов. Итак, игроки, приготовьтесь начать захватывающее путешествие по миру игр, но перед этим не забудьте подписаться. А теперь погнали разбираться во всех деталях. Согласно информации сайта DualShockers, после снятия с продажи The Day Before и закрытия студии, находившиеся в тени так называемые бывшие разработчики внезапно появились, чтобы поделиться тем, насколько им плохо обошлось в ситуации. Оказалось, что сам проект никогда не был ни технически, ни жанрово ММО и не содержал никаких RPG-механик, несмотря на то, как о них рассказывали и демонстрировали игрокам. Это означает, что в маркетинге активно использовался инновационный метод обмана, что является довольно трудным и неэтичным подходом. Суть этого метода заключается в том, что маркетинг игры показывал одно, а на самом деле разработка шла в совершенно другом направлении из-за постоянной текучести кадров и изменения чего-либо, даже если это уже было готово. Последние работники постоянно переделывали проект по предыдущим образцам, даже если он уже был завершенным, но понятие «завершенность» звучит громко, так как в нем ничего не работало. Те, кто доработал проект до релиза, были уволены в день закрытия студии, и данное событие станет настоящим провалом в истории игровой индустрии. На данный момент, к сожалению, владельцы, вероятно, останутся безнаказанными, но хорошо, что деньги за игру будут возвращены всем, кто попал в эту ситуацию. После отмены этогодного мероприятия культовая игровая выставка E3 официально прекратила свое существование после 30 лет работы. Президент ассоциации ESA пояснил, что индустрия развлечений сильно изменилась, и теперь компании предпочитают проводить собственные мероприятия. Организаторы выразили благодарность всем за приятные воспоминания, завершив сообщение подписью GGVD. Оба форума Kipler и Resetera, а также информатор Том Хендерсон одновременно заявили, что они узнали характеристики новой консоли PlayStation 5 Pro, известной внутри студии как Project Trinity. Основными элементами следующего поколения устройства станут быстрый SSD, ускоренный рейтрейсинг и улучшенный апскейлинг изображения. По словам информаторов, в PlayStation 5 Pro будет установлен кастомный процессор от AMD с 8 ядрами и тактовой частотой 4,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR6 и видеопамять, сравнимая с производительностью видеокарты AMD RX 7820T. Это, по их мнению, станет кульминацией трех технологий: быстрый SSD, улучшенный ARM Mini и технологии масштабирования. Считается, что новая консоль от Sony выйдет в ноябре следующего года, а официальное объявление ожидается в сентябре. Авторы «Ведьмака» уже работают над новой игрой. Группа разработчиков из CD Projekt Red создала новую студию под названием Rebel Wolves еще в прошлом году. Судя по обнаруженным доменным именам и торговым маркам, эти разработчики трудятся над новой темной ролевой игрой с названием Dawnwalker Origin. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и обещает предложить увлекательный сюжет, разворачивающийся в мире мрачного фэнтези. Игроки смогут свободно путешествовать по этому миру, хотя масштаб карты будет относительно невелик, по словам гейм-директора. Этот масштаб можно сравнить с дополнением «Кровь и вино» для третьей части «Ведьмака». На данный момент известно лишь то, что проект находится на стадии альфа-тестирования уже около 3 месяцев. Команда, работающая над Dawnwalker, состоит из небольшого количества людей, и студия разработчиков полностью независима, несмотря на то, что основным акционером является компания NE. Разработчики заверяют, что такие коммерческие отношения никак не повлияют на игру, и в нее не будут добавлять микротранзакции или эксклюзивный контент для конкретных платформ. Компания Naughty Dog официально прокомментировала ситуацию, касающуюся мультиплеерной составляющей The Last of Us. К сожалению, разработка была полностью приостановлена. На момент работы над The Last of Us 2 команда, отвечавшая за онлайн-аспект, успела создать основу геймплея и четко определить ключевые механики. Однако вскоре стало понятно, что у студии просто недостаточно ресурсов для поддержки мультиплеерного проекта, не жертвуя при этом разработкой одиночных игр. Перед ними стоял выбор: полностью перестроить студию для создания
создания онлайн-сервисов или продолжать разрабатывать игры как раньше. Они выбрали второй вариант. Кроме того, известно, что в настоящее время Naughty Dog работает над несколькими синглплеерными проектами, информацию о которых студия скоро представит. Также ведется работа над The Last of Us 3. После ухода Джима Райана студия начала концентрироваться на проектах, за которые он высказывался страстно. На примере можно сказать, что они предпочитают заниматься новыми сюжетными проектами, а не различными второстепенными вещами. Это рекламная зона, короче. У нас для вас отличная новость. Мы проводим розыгрыш ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца. Для участия в розыгрыше выполните следующие шаги. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под этим видео, оставьте любой комментарий под видео. Чем больше ваших комментариев и лайков, тем больше шансов на победу. После выполнения условий вам нужно будет зарегистрировать участие по ссылке на Google Forms. Там вам потребуется указать, через какую социальную сеть мы можем связаться с вами, а также отправить скриншоты в качестве подтверждения выполнения условий. Результаты розыгрыша ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца будут объявлены 28 декабря. Удачи всем в конкурсе! Это конец рекламной зоны. Sony боится мощи Microsoft. После успешного объединения Microsoft с Activision Blizzard и перехода прав на серию игр Call of Duty на зеленую платформу, существует теоретическая возможность того, что ежегодные шутеры станут эксклюзивом Xbox, лишив PlayStation лидирующей позиции на рынке. В этом году Microsoft заключила 10-летний мирный договор с Sony, предотвращающий компаниям вред друг другу. Однако это может быть обходным путем. Xbox может получить более оптимизированную и улучшенную версию Call of Duty, в то время как на PlayStation появится менее оптимальная и более проблемная версия. Также Call of Duty в Game Pass может быть более привлекательной альтернативой, чем в PlayStation Store, что увеличит привлекательность Xbox для обычных потребителей. Но это еще не все. Sony также может повысить лицензионные платежи, что сделает шутеры слишком дорогими. Это касается не только Call of Duty, но и других проектов. Примером является ситуация с Bethesda, которая разрабатывала игру Starfield для PlayStation, но после рекомендаций Microsoft отказалась от этого. Все эти факторы побуждают синюю платформу к кардинальным переменам. Несмотря на старые тактики, Sony все еще пользуется успехом, продавая в 3 раза больше консолей, чем ее конкурент. Тем не менее, для расширения бизнеса требуются новые оригинальные методы. Существует мнение, что PlayStation попытается укрепить свое положение на рынке ПК, подготавливаясь к портированию игры Spider-Man и даже игры о Людях Икс. Недавно вышло бесплатное обновление для God of War Ragnarok, которое добавило собственный режим Ругла. Это, по сути, больше похоже на эпилог к основной истории. Однако хорошие новости не заканчиваются на этом. По всему видно, что сюжет игры еще не завершен. Сценарист из Sony Santa Monica намекнул на продолжение истории даже после титров DLC. Однако пока нет конкретики. Возможно, это намек на аналогичные спин-оффы вроде Miles Morales или Lost Legacy, о которых недавно ходили слухи. Bethesda так и не смогла выпустить бесплатное обновление с улучшениями. Помните, что они планировали выпустить его в этом году для обновления Fallout 4 для современных платформ PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Однако разработчикам потребовалось больше времени на подготовку контента, поэтому его выход перенесли на следующий год. Напомню, что это обновление предлагает улучшение графики, включая режим с повышенной частотой кадров и поддержку 4К. Студия Insomniac Games стала жертвой хакерской атаки от группы Ruxeda. Они опубликовали скриншоты из Marvel's Wolverine, а также сканы личных документов сотрудников, включая паспорта. Злоумышленники начали аукцион данных с начальной ценой в 50 биткоинов. Они также угрожают Insomniac, утверждая, что у них есть сведения уже с нескольких дней. Что касается проекта Росомахи, то он предложит камеру с видом из-за плеча. Также стали известны детали о X-частях про Spider-Man. У Insomniac запланировано как минимум 2 игры о Spider-Man. Документы датируются 2019-2020 годами, где упоминаются Spider-Man 3 и еще одна игра Spider-Man, название которой неизвестно. Кстати, официально новая игра также появится в Spider-Man 2 в начале следующего года. Кроме того, Insomniac готовит обновление для игры, которое позволит изменять время суток, переигрывать отдельные миссии и многое другое.
Bethesda не забрасывает проект Starfield согласно планам разработчиков. Следующий год будет богат на нововведения. Например, игроков ждет дополнение Shattered Space, которое внесет в игру новые задания, локации, предметы и многое другое. Bethesda намекнула, что будут и другие расширения. Также в начале года появится набор инструментов для модов, а уже в феврале выйдет следующий крупный патч, который запустит цепочку регулярных обновлений каждые 6 недель. В Starfield хотят добавить карту городов, гибкие настройки и национальную механику выживания. Почему такие возможности добавляются только после релиза игры, вопрос остается открытым. Неужели авторы столько времени были заняты прорисовкой однообразных планет? В последнем сюжетном трейлере Stalker 2, посвященном монолитовцу-бродяге, обнаружился интересный момент, если смотреть очень внимательно. В сцене, где перед вами раскладывают калаш и просят помощи у Коршуна, на столе лежит рация, которую сначала можно не заметить. На ее дисплее можно заметить несопоставимые цифры частоты — 15.2. Однако, если применить логику и учесть, что игра запланирована на первый квартал следующего года, то можно предположить, что 2 — это месяц, а 15 — число, то есть возможный релиз может произойти 15 февраля. Повторю, это всего лишь предположение и только возможно. Я думаю, разработчики могли скрыть здесь дату выпуска, поскольку, как мы знаем, они любят различные загадки и подсказки. Однако мы немного сомневаемся в том, что игра выйдет через 2 месяца. Если же релиз задержится, то в этом точно ничего плохого не будет. Хроники Миртана Архелос — это невероятный мод, который перевернет ваше представление о Готике 2. Сейчас озвучка проекта находится в стадии разработки, но в скором времени, точнее к первой половине 2024 года, ожидается озвучка мода на русском языке. Главная цель этого проекта — вернуть уважение к классическим РПГ и привлечь как старых поклонников оригинальной готической трилогии, так и новых игроков, увлекая их захватывающим приключением в удивительном мире королевства Миртана. Поверь, сейчас для тебя будет лучше оставить Родриго в покое. Другие, однако, видят во мне стража, который служит жителям чудесного города Архелос. Бывший разработчик и аниматор из Rockstar Майк Йорк в своей видеореакции попытался объяснить, почему выход GTA 6 на ПК может произойти позже, чем на PlayStation 5 и Xbox Series. Основная причина заключается в стратегии Rockstar по приоритетам на рынке, где игра лучше всего продается большую часть времени. Особенно в прошлом PlayStation была наиболее выгодной платформой для них и лучше всего продавалась. Йорк говорит, что для GTA 5 Rockstar отдавали приоритет PlayStation 3 и в то же время сделали порт для Xbox 360, прежде чем переходить к версии для ПК. По его словам, создание ПК-версии такой сложной и масштабной игры, как GTA 6, требует большого количества потенциальных аппаратных конфигураций, разнообразного оборудования, а также огромного объема тестирования для обеспечения качественного релиза. Он отмечает, что это главная причина того, почему Rockstar выпускает ПК-версии своих игр после консольных версий, и почему GTA 6 также, вероятно, пойдет этим путем. Хотя он упоминает неоптимизированные порты других игр Rockstar на ПК, кроме, возможно, GTA 5. Кроме того, он добавляет, что ПК-версия от Rockstar рассматривается как лучшая, в которую внесут все самые современные и передовые технологии. Он впечатлен тем, насколько они улучшили графику, которая часто отличается от того, что показывают в трейлерах, где чаще используются сцены кинофильмов для анонсов, и зрители не знают, что их ожидает. В итоге, по словам Йорка, разработчики Rockstar сделали все возможное, и GTA 6 на самом деле будет таким. Когда вы будете играть, стоит помнить, что они всегда показывали свои игры с первых трейлеров с кадрами готовых версий и той же картинкой, которая будет в игре. Более того, графика в игре может быть даже лучше, но это еще не все новости о GTA 6. Напоминая о скандале от Лоуренса Салливана, известного как Джокер из Флориды, который требует деньги от студии за использование образа, в разочаровании можно признать, что его шансы на успех в судах крайне малы, так как его образ не похож на персонажа из трейлера. Это впечатление подкрепляется тем, что ранее были подобные ситуации, которые не привели к чему-то значимому. Снова появились новости о ремейке Star Wars Knights of the Old Republic. На этот раз руководитель игрового направления Disney Шон Шапто в комментарии для Xcos заявил, что его будущее хоть и не ясное, но официально ремейк не отменен, и его разработка продолжается. Этим занимается студия Saber Interactive. Более того, он утверждает, что публика по-прежнему заинтересована в переиздании, но без какой-либо конкретики относительно его будущей судьбы.
Тем временем Кодзима, сохраняя свой стиль, оставляет пасхалки в трейлерах. На этот раз фанаты нашли ссылку на Silent Hill в трейлере его новой игры OD, видимо потому, что в роте Удакира можно увидеть буквы, образующие слово Атами. Те, кто расшифровал это, объясняют, что это настоящий город в японской префектуре Сидзуока, название которого означает именно Silent Hill. Однако, что гений хотел этим сообщить, честно говоря, совершенно не ясно, кроме того факта, что он когда-то работал над Silent Hill. Впервые появившиеся впечатления о Prince of Persia The Last Crown от Ubisoft Montpellier оказались намного лучше, чем многие ожидали. СМИ уже поделились своими первыми впечатлениями, отмечая наличие обширного игрового мира с разнообразными и взаимосвязанными локациями, по которым игрок перемещается с использованием плавного движения и определенных навыков, которые ему еще предстоит усовершенствовать. Боевая система впечатляет своей плавностью и динамикой, а разнообразные архетипы врагов вызывают положительные эмоции. У каждого оружия есть свои уникальные комбинации или характеристики, и навыки можно улучшать с помощью амулетов. Согласно информации от портала Games Radar, игра напоминает Hollow Knight, и ее прохождение займет около 25 часов. Несмотря на сомнения критиков, которые еще не пробовали игру, некоторые игроки уже утверждают, что она может стать открытием года и качественной метроидванией. После выпуска демоверсии 11 января и официального релиза 18 января мы получим ответ на этот вопрос. Atomic Heart можно поздравить с новым достижением. Шутер стал самой скачиваемой игрой среди пиратов в России. Приключения майора Нечаева скачивали чаще всего, но забавно то, что проект до сих пор не был взломан, поэтому пиратам приходится довольствоваться багами и вылетами. Вот где проявляется польза лицензии. Marvel's Blade — игра от студии Ark Online, известной своей серией Dishonored. Короткий тизер демонстрирует получеловека-полувампира Блейда, который мстит кровопийцам за смерть матери. Он сидит в парикмахерском кресле и готовится к своим ритуалам ухода, когда вдруг звучит сирена и события разворачиваются в карантинной зоне Парижа, в котором царит какое-то сверхъестественное явление. Вампиры терроризируют город и заставляют его жителей прятаться по ночам или спасаться с первыми лучами солнца. По словам режиссера Динги Бакаби, выпустить эту игру было мечтой, и они хотели, чтобы игроки почувствовали себя как Блейд, когда он борется за Париж. Это отличная возможность показать, насколько современным и смелым может быть художественный стиль Аркан. Как утверждают авторы, это взрослый одиночный приключенческий боевик от третьего лица о Блейде. Как и будущая игра про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein, это будет полноценным эксклюзивом для Xbox Series и ПК. Безымянная Bethesda подчеркнула, что разработка только началась, и, к сожалению, дата выхода пока неизвестна. Exodus — это совершенно новая научно-фантастическая RPG от абсолютно новой студии Archetype Entertainment и дочерней компании Wizards of the Coast, состоящей из бывших разработчиков BioWare и Naughty Dog. Дебютный трейлер представляет главного героя, известного как путешественник, и знакомит с механикой временного расширения, которая будет присутствовать как в геймплее, так и в сюжете игры. Игрок сможет исследовать отдаленные солнечные системы в поисках передовых инопланетных технологий. Сюжет будет напоминать Interstellar, где время на Земле течет значительно быстрее. Выбор игрока имеет большое значение, влияя на отдельные боевые моменты и помогая формировать общую сюжетную линию. В игре будет представлена инопланетная технология и классическое оружие, глубокая система прогрессии и различные компаньоны-персонажи. Кроме того, одну из ключевых ролей исполняет Мэтью МакКонахи. Дата выхода пока неизвестна, но понятно, что игра будет доступна на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Спасибо, что провели это время вместе с нами, следуя за последними новостями игровой индустрии. Не пропустите новые обновления и свежие релизы, подписавшись на наш канал. Ваше мнение и отзывы важны для нас, поэтому делитесь своими мыслями в комментариях ниже. Мы всегда рады видеть вас здесь и продолжим держать вас в курсе увлекательных событий в игровом мире. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room Игры новинки, где всегда все делается с душой.